Всем привет! Камера видеонаблюдения с AliExpress. 8-мегапиксельный вариант камеры. Сразу скажу, бюджетный диапазон. С POE можете ее купить примерно сейчас. Если перейдете по ссылке, уточните стоимость, потому что может меняться в ту или иную сторону. От $30, 4К разрешение, 8 мегапикселей, 12-вольтовое питание, $30. С POE встроенным плюс $9, где-то около $40. Магазин Юса Фекла, многие знают его на просторах AliExpress, но эти камеры можно купить не только в этом магазине, просто нужно мониторить, искать где дешевле, ну и смотреть по характеристикам, потому что данные камеры могут быть в одном корпусе, но внутренности могут быть разные. В моем случае Black, черный корпус, можно в белом корпусе купить. Также две ссылки оставлю, белый, черный, переходите, смотрите, кому нужно. И краткие характеристики по камере. Формат сжатия можем увидеть, заявлено H265, 4K, IP HD камера, вольтаж 12 вольт. Объектив установлен в данной камере 2,8 мм. Есть выбор у вас заказать с разными объективами. 2,8, там 3,6, кажется, стандарт. И 6 или 8 миллиметровый объектив есть. Опционально можете выбрать. Микрофон. Понятно, с микрофоном. И лучше с микрофоном искать уже камеры. И скорее всего ее вот модель. QW4K28. Давайте просто посмотрим на камеру и сразу можем понять, где ее можно использовать, ну и где, наверное, будет рекомендоваться ее использование. Первое, что и очень хорошо, что это XMI-евская камера. Приложение XMI, приложение ICC, данные варианты камер будут у вас работать. Также с видеорегистраторами XMI четко будут они работать. Но не ждите от этой камеры распознавание лица человека, то есть фиксацию лица человека, функцию силуэта человека также не ждите, пока в эти камеры эти возможности не зашиты именно в 8-мегапиксельные варианты. Тот вариант камеры, когда на своем борту она имеет белые LED светодиоды, то есть это, подождите, это LED ИК светодиоды двойного назначения. ИК LED наполовину ИК, наполовину LED. Универсальный вариант. С одной стороны это и хорошо, с другой стороны это не очень хорошо. Есть варианты заказа, сразу скажу, камер таких вот с такой внутренностью, с 8-мегапиксельной матрицей в корпусах других, без наличия вот этих вот светодиодов двойного назначения. Чисто с ИК светодиодами, без белого свечения. Ну и соответственно они конкретно выполняют свою работу. Ночное видение, четко мощные ИК светодиоды в черно-белом цвете. Данная камера рассчитана на 3 режима ночного видения, 3 диапазона. Черно-белый с задействованием ИК части этих светодиодов, цветной с задействованием белой части, то есть белым будут они светить. Но сразу скажу, что мощности их недостаточно, они мощные, чтобы работать на большое расстояние. Поэтому, исходя из этого, можем понять, что данную камеру, если вы приобретаете, то рассчитывайте на установку на небольшую высоту. Следить-то она может далеко, а вот светить ее LED светодиоды будут недалеко. И также и ИК светодиоды, то есть половинка ИК, также будет не столь эффективно. Но сколь эффективны просто наличие ИК светодиодов большего количества линзованных, чисто которые выполняют свою функцию. Поэтому наличие 2,8 мм объектива с широким углом захвата говорит о том, что камеру можно вешать и даже нужно использовать на небольшой высоте и за слежением за небольшой площадью, но за широкой территорией. Уже если вы покупаете с объективом 6 мм, да, вы можете ее размещать 5-й этаж, но не надейтесь на свечение и эффективность LED светодиодов. Их будет видно, что камера светит, что кто-то типа фонариком светит там у вас, например, с 5-го этажа из-под окна или с балкона, где будет установлена камера. Но она не будет видеть именно с большой высоты LED, это свечение этих светодиодов. Вот это вы должны понять. Для частного дома, возле калитки,
5 метров высоты со столба. Ну, можно вешать эту камеру и использовать LED светодиоды. Ну и учтите, что в этом корпусе, вот в таком вот корпусе, есть вариант с Wi-Fi. Антенна будет и поддержка карты памяти, слота под карту памяти. В данном случае камера чисто для работы с видеорегистратором. Ну или же можно ее, это IP-камера, она также может работать самостоятельно. Просто в онлайне картинку с нее просматривать. Писать она никуда не сможет. Сохранять ей некуда. Если компьютер у вас будет постоянно включен, программа CMS на нем активна, камера подвязана туда, можете писать на папку компьютера по тревоге, по различным делам. Но этот компьютер должен у вас тарабанить круглые сутки, чтобы сохранять, вести видеонаблюдение и сохранять запись. Поэтому чисто эти камеры используются в основном с видеорегистраторами. Покупают люди те, у кого дома уже видеорегистратор, или же наперед вы можете ее купить, потренироваться. Можно ее подключить в приложение на смартфоне, заходить удаленно на нее через интернет. Подключена она к интернету у вас дома, к роутеру. Вы заходите удаленно, открываете ее, видите, что происходит вокруг, слышите, потому что есть микрофон. А в дальнейшем купили видеорегистратор, и эту камеру вы можете объединить с видеорегистратором в вашу систему видеонаблюдения. Покупать по одной, покупать отдельно в разных корпусах, белых, без LED светодиодов. То есть это такой себе конструктор. Вообще видеонаблюдение это такой себе конструктор, которым многие уже увлечены. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Да, в комплекте герметичная муфта стандартная идет, которой можно герметизировать разъем RJ45, когда подключите кабель. Камеру также можно потом подключить одним кабелем и по 48 вольт, и можно ее подключить одним кабелем и по 12 вольт. PoE-сплиттеры есть для 12-вольтового подключения. Ссылку на видео я оставляю. И вот тут, скорее всего, эти PoE-сплиттеры будут картинка. А также и 48 вольтами в будущем. К примеру, у вас камера вот попалась, досталась, подарил кто-то, или вы купили по ошибке 12-вольтовую, а потом уже видите и хотите собирать на базе PoE-регистратора с 48-вольтовым PoE. Вот сплиттер. Также делал я обзор. Видео у меня так и называется. Как подключить любую IP-камеру 12-вольтовую 48 вольтами PoE. 48 один кабель приходит. Это возле камеры размещается. А камеру подключаем уже как обычно. И на нее подается уже 12 вольт. 48 приходит, 12 подается. И одним кабелем камера подключена к вашему или PoE видеорегистратору напрямую, или же к PoE коммутатору, или к PoE блоку питания. Что у вас там будет. Чем PoE лучше, тем, что можно на большее расстояние подключать. Эти все моменты я обговаривал в том видео. Давайте, наверное, начнем с разборки камеры, потому что по типу такой камеры у меня работает, но не в таком корпусе, а просто с LED светодиодами, также бюджетный, с ИК светодиодами. Также бюджетный вариант, на который я делал видеообзор. Та камера работает, следит у меня за ответственной территорией, за перекрестком. Разрешение у нее хорошее, мне, в общем-то, все нравится. Эту камеру я также подключал, в общем-то, картинка ничем не отличается. Давайте просто вскроем и посмотрим, убедимся, что там внутри стоит. Разбирается, в общем-то, все просто. Это также конструктор. Верхнюю накладочку снимаем, пластиковую, аккуратно. Так она держится хорошо. И под ней она служит как декоративным таким фильтром. Даже не фильтром, а просто накладочкой. И под ней видим 4 винта, которые откручиваем. Камера, как обычно, состоит из 2 частей. Совет небольшой: отпустите сразу все 4 по кругу винта, чтобы случайно не сорвать шляпку, сами грани. Отпустили и откручиваем, потому что притянуто все хорошо. Ну и плюс еще пружинит сама силиконовая прокладка. Так, что-то еще держит. Внутрянка камеры ничем не отличается от других камер. Именно сборка. На передней части все собрано. Длинные такие резьбовые. С резьбой, не саморезы, болты. Прокладка силиконовая и 2 части камеры. Также корпус металлический. Алюминиевый сплав. Корпус нормальный, надежный. Здесь вопросов к корпусу нету. Собрано все на передней части.
Чтобы добраться, откручиваем модуль полностью от передней части. Раз, два, три, четыре. Здесь все, даже вот не нужно быть в чем-то разбираться. Логически все можно понять. Извлекаем. Остается у нас микрофон. Ну, тут все помодульно и все подключается на разъемах. Даже отключив разъемы, кто опасается за дальнейшую обратную сборку, то можете просто вот так все на видео, даже как я, включить, запечатлеть, и потом не будете сомневаться, что куда было подключено. Все можно отключить и все можно опять подключить. Такой вот идет модуль с двойными светодиодами, как я вам и говорил. И вот можно видеть, что значит двойного назначения. А это именно вверх ИК идет светленькая часть, а желтая часть это LED. И такие вот идут линзы на ножках, которые крепятся просто так вот, не защелкиванием даже, а садятся они плотненько. Понятно, что этот модуль заменяем в случае чего, тут вопросов нету. Также объектив, все стандартно, но объектив, конечно, залит и залит хорошо. Если менять его, резьба, то придется помучиться. Но я думаю, с этим вопросов не должно быть, чтобы в дальнейшем вы не меняли, а именно есть вариант заказать тот объектив, который вам будет нужен. По объективам по углу я также делал видео на своем канале. В данную камеру установлен модуль IF5653V1, размер 38 на 38 мм, матрица Galaxy Core JC8053 CMOS, 8 мегапикселей с разрешением максимальным 3840 на 2160 и при этом 15 кадров в секунду. Можно менять разрешение, дальше я вам на видео покажу, при этом частота кадров может увеличиваться. Процессор Fulgen FH8856 V200. Кстати, камеру для видеообзора прислал мне представитель магазина SmartHat в Украине. Магазин, который занимается продажей вот именно камер видеонаблюдения. Все, что связано с умным домом. Все вот эти гаджеты, которые мы любим, китайские. Можете переходить по ссылке, посмотрите, какие есть в наличии камеры. Возможно, и будет вариант этой камеры. Ну и также наряду с этой вы можете посмотреть различные другие варианты. Прислал он мне, говорит, посмотри, что с камерой. Не очень она мне нравится. В связи с тем, что не отвечает требованиям, то есть описанию не отвечает, не работают у нее именно светодиоды. Ну и в общем-то проблема была, да, и причина найдена. Посмотрите, это просто косяк и не халатность, может просто люди быстро собирали и поэтому так получилось. На разъеме на ИК модуле, смотрите, загнут пин один. Соответственно, собирали, не попали, загнули, но так придавить, конечно, мощно. Это нужно, уметь такое сделать. Особенно здесь неудобно, но, скорее всего, надевалось это сразу, а потом все помодульно собиралось. И поэтому контакта тупо нету, тупо загнут контактик, который мы сейчас аккуратненько, я думаю, что поправим. Просто поправим его. И все должно работать. Кстати, вам тоже на заметку, вот пример, как может быть. И потом сами же разобрали, к примеру, сами собрали, загнули разъем. И пишем, что камера все уже не работает. Поэтому тут этот момент, кстати, учтите. Вот почему здесь и неудобно. И все так и получилось. Все теперь должно все работать. Есть еще некоторые косяки по сборке. Это касаемо сборки, не знаю, или в этом магазине такое происходит, или же камеры они уже покупают. Кабели вот выпадают из этого разъема. Смотрите аккуратно, когда будете снимать, как я сказал, желательно, или сфотографируйте. В случае, если у вас вот это дело рассыпется, чтобы вы хоть зафиксировали, какой кабель куда шел. Этот разъем вот сиреневый и синий выпали, соответственно, я их вставил, и там нужно их зафиксировать. По светодиодам все уже работает. Картинка переходит в черно-белый, и ИК светодиоды задействуются. Ну а LED уже посмотрим по ночи.
Подключил камеру к 32-канальному XMI-евскому видеорегистратору. Ссылку на видеорегистратор и на его обзор я оставляю под видео. Переходите, смотрите, задавайте вопросы в комментариях, кому что непонятно. Также в чат по видеонаблюдению в Телеграме, там все эти темы обсуждаем. Кстати, добавились еще 2 удаленные камеры. Скоро сделаю видео, как из одного места добавить 2 удаленные камеры вот на видеорегистратор. Камера наша. Сразу скажу, ошибка многих — это просмотр видео с камеры в 4К разрешении, но на устройстве, которое 4К 8 мегапикселей не поддерживает. Вот мой монитор, соответственно, не поддерживает 4К разрешение. С него картинку-то просматривать можно, но всех плюсов этой картинки вы с этого монитора не увидите. Подключайте видеорегистратор, кому нужно просмотр именно 4К изображения с этой камеры. Подключайте к 4К телевизору по HDMI кабелю и просматривайте изображение. Но я сразу вам скажу, что даже разница на мониторе видна. 4К вот камера, к примеру. И какая разница в детализации. Даже предмет вон далеко, автомобиль поехал, и его номера можно различить на большем расстоянии, если сравнивать с аналогичной камерой, но с матрицей с 5-мегапиксельной. Вот даже взять Sony матрица 5 мегапикселей, именно Sony установлена. И если я сделаю такое вот цифровое даже приближение, здесь нету варифокальных объективов, в данном случае будет одна детализация на одном уровне. А в случае с этой камерой, если она на том же месте будет стоять, и я сделаю точно такое же зумирование, детализация уже будет на другом уровне. Также в записи вы берете картинку, скачиваете с видеорегистратора в 4К разрешении, и программами различными вы сможете детально тот или иной объект рассмотреть в записи. Это я вам сказал плюсы данных камер с большим разрешением. Конкретно по этой камере не ждите вау какого-то эффекта. Если вы хотите ночью и днем получать качественную 8-мегапиксельную картинку, ищите камеры с Sony матрицами. Соответственно, ценовой диапазон умножайте на 2, а то и на 3. Смотря какие камеры. Если с оптическим зумом, понятно, еще будут они дороже. Это бюджетный вариант, но я вам скажу, что отлично они справляются за свою стоимость. Куда эту камеру приспособить, сразу спросите. Отличный вариант следить с небольшой, даже со средней высоты за входом. Например, вот калитка у меня здесь. Подошел человек, и я четко до деталей смогу рассмотреть его лицо. Проходят здесь люди мимо. Также детализация будет на лучшем уровне, чем эта 2-мегапиксельная камера, 3 или 5. Хоть это и бюджетный вариант, но если мы сравниваем именно бюджетные варианты 2, 3 и 5 мегапикселей, то 4К 8 мегапикселей, именно этот вариант, конечно, будет лучше. Также и на среднем расстоянии, к примеру, приблизить соседний двор, детализация уже будет лучше. Ночная картинка, потом опустимся ниже, посмотрим именно, как справляется матрица в этом корпусе с вот этими с ИК-модулем, с двойными диодами. Скажу другой вариант. У меня установлено в этом месте, установил я тоже 8-мегапиксельный вариант. Посмотрите, здесь просто я отрегулировал ее, сделал яркость повыше. Там сейчас по стандарту все стоит. То я вам скажу, за ответственными вот такими участками такие камеры стоит ставить, потому что разрешение намного лучше. Вот я приближаю, даже можно прочитать номера. Здесь номера прочитать. Понятно, что на движущихся автомобилях данная камера навряд ли зафиксирует, но это и не тот ценовой диапазон, с движущихся автомобилей она номера фиксировать не будет. Соседний перекресток, стоп-кадр сделать, в записи можно номера различить. На этом месте у меня стояла 3-мегапиксельная камера. Эффект, конечно, был хуже. Характеристики по камере в разделе компрессия. 4К стоит сейчас, можно поставить 4 мегапикселя, соответственно будет уже 25 кадров в секунду. При 5 мегапикселях будет 20 кадров в секунду, 3 мегапикселя 25 кадров в секунду, 1080p, кажется, уже можно 30 кадров в секунду будет ставить, и 720p. Факт тому, что есть возможность менять разрешение. И о чем это говорит? Что вы камеру эту можете купить на будущее,
Но если у вас дома еще старый видеорегистратор, который не поддерживает 3.5, 4К не поддерживает, только 1080p, можете эту камеру смело покупать, переключать ее в 2 мегапикселя и пользоваться. Купите новый видеорегистратор с максимумом 4К или просто с 5 мегапикселей по максимуму. Переключите эту камеру в то разрешение, которое вам нужно. Это огромный плюс. Видеозвук в 2 потоках также будет писаться с аудио на жесткий диск. Микрофоны. Вот что заметил, что в той 8-мегапиксельной камере, ну там начинка та же самая, корпус другой. Что в этой, ну микрофоны-то стоят одинаковые, а на программном уровне чувствительность микрофона загрублена. Если сравнивать, например, с 5-мегапиксельной Sony. Ну и не только Sony, а вот возьмем не Sony. Звук намного громче. Здесь звук есть. Качественный, без всяких помех, но звук приглушенный. Это я смотрю, что особенность модулей 8-мегапиксельных. По тревоге, что мы можем сделать с этой камеры? А в общем-то только по движению. По всем движениям нету определения силуэта человека, как я вам говорил это до этого. Но это те камеры, которые будут писать по движению, или же неважно вам отбор лиц, отбор людей, все вам нужно писать, включаете постоянку, камера пишет, ну и плюс ставите детекцию движения, вот машины едут, ну она будет ролики также сохранять по любому движению, потом будете просматривать. Именно какой плюс этой камеры? Детализированная, более детализированная картинка, чем вот с обычных 5, 3, 2 мегапикселя. Ну, также без вопросов установить область, что не нужно закрашиваете, там, где нужно оставляете, тут оставляете, камера чисто по движению пишет тут, все остальное игнорирует. Да, это уже обычно, никого этим не удивишь, но возможности такие есть. FTP сервер, также есть возможность писать, да, на FTP. Все это будет писаться, если вам нужно. Программа CMS на компьютере, CMS клиент, то есть камеру подтягиваете, все это работает. OnVIF 2.6 зашит, камера может работать с оборудованием других производителей, с видеорегистраторами, которые также поддерживают OnVIF протокол совместимости оборудования. Поэтому можете Hikvision, проверяйте, если ваш видеорегистратор не XMI, а другого производителя, проверьте, OnVIF поддерживает протокол, камера будет с ним работать. Кстати, также обратите внимание тем, кому нужен широкий угол. Вот именно показываю вам 2,8 мм объектив плюс матрица 1,3 дюйма. Широкий угол, широченный угол. С малой высоты широкий захват. Поэтому учтите вот именно тот момент. Не будет эффективен этот объектив в месте высокой установки. То есть, опять же, поставили вы где-то камеру в районе 3-5 этажа, двор-то у вас будет весь захвачен. Но в камеру смотря, вы будете думать, что вы находитесь там на 10 этаже, потому что захват большой, а предметы все мелкие. Поэтому здесь рассмотрите вариант от 3,6 мм объектива стандарт и выше 6 мм. По ночной картинке вот как раз сейчас движение в кадре, и камера перешла в цветной режим, задействовала свои LED светодиоды, ту часть светодиодов, которая именно LED. Я вам скажу, это неплохой вариант. Но еще учитываем то, что у меня отсюда, с этой стороны, 5-ваттный прожектор с датчиком движения работает. Сейчас я его пойду, вот он включился, картинка стала светлее в помощь камере. Не стоит ждать от этой камеры хорошей ночной картинки. Хотите супер хорошую ночную, не устраивает вас это, вот сейчас как я показываю. Sony матрица ищите, ночью она будет явно лучше. Днем практически отличия не будет, ночью будет лучше. Учтите, сейчас туман на улице, видно вот пролетают, это в цвете. Сейчас будет черно-белый, перейдет она в черно-белый режим, вот сейчас прожектор выключился. И камера заодно также выключилась. В черно-белом режиме такая вот картинка. Четкости особой нету. Предметы, которые движутся, расплываются. Люди, машины движутся, плывут. Четкости нету. Статическая картинка еще на неплохом уровне. Объектив камеры хороший, нигде нету смыливаний. Все, в общем-то, ровно. Вот сейчас люди идут, смотрите, как раз тот вариант, когда должна сработать камера. Вот сейчас прожектор только сработал, камера сработала, и люди прошли. Ну, как бы, смотрите, статическая картинка цветная в идеале. Будет стоять автомобиль у вас здесь, к примеру.
четко, классно. Светит она своими светодиодами, видно камеру, как она работает, ну, как прожектор. Сейчас выйдем, посмотрим мощность LED светодиодов. Ну и записывает всю ситуацию. Чем хорош вот этот режим, камера не будет отсвечиваться, не будут отсвечиваться номера. Например, стоящие автомобили на стоянке, в цвете камера их номера будет различать, будут номера читабельны. В черно-белом режиме, соответственно, номера будут отсвечивать ИК светодиоды свечения и будут белые, засвеченные. Ну вот движется автомобиль. В цвете картинка лучше, чем в черно-белом режиме. Это плюс, что прожектор еще помогает. Ну, без этого никуда. Хотите какую-нибудь, то есть хорошую картинку хотите с этой камеры заиметь, в помощь ей ставьте светодиодный прожектор. Опять же, смотря с какой высоты. Все это будет дело. Но в цвете картинка классная. Даже в черно-белом режиме не такая четкость, не такая детализация, как в цвете. Это вот учитывайте, показываю вам то, что вижу. Кстати, режимы можно поставить на постоянку. Цветной можно включить в настройках. Настройка CMS на компьютере. Показывал я вам, как с компьютера камеру полностью настраивать. Ссылка на видео будет. Не дал ссылку, спрашивайте в комментариях, даю ссылку. Засветка от фар автомобилей, камера также, вот даже номера можно прочитать, если стоп-кадр сделать. Экспозиция работает, камера уходит, затемняется, все, то есть как бы адекватно, но вы видите, что притормаживание есть, четкости нету. Вот вариант, когда камера работает самостоятельно, без прожектора. На этой территории темно, там, понятно, уличное освещение. Ну, тут светит вот свет автомобиля из окон. Камера работает с помощью своих LED светодиодов. Но я вам скажу, что неплохой вариант. На 15, где-то 10-15 метров хватает их. Вот сейчас перешла в черно-белый режим. Ну, вот такая вот картинка. Показываю вам все как есть. Отсюда засветка идет светодиодов другой камеры. Видно тень. Полную темноту я вам не могу показать. Ну, в общем-то, на улице пасмурно. Вы видите, уже стемнело, но за счет тумана вот такая вот картинка. Как по мне, неплохой вариант. Вот, например, возле входа, возле калитки будет стоять камера. Вот она сейчас светит. Уже. Ну, мощная, я вам скажу. Мощно. Мощно, отлично. Забираю свои слова назад. Не знаю, насколько хватит их в таком вот режиме. Ну, я думаю, что в режиме вот по движению, то, конечно, надольше хватит этих LED светодиодов, LED ИК светодиодов. Ну, а если на постоянку включать, то уже нужно, конечно, будет проверять экспериментальным путем, насколько хватит. В зимнее время понятно, что им лучше работать, охлаждение лучше, больше. Летними ночами уже все зависит от температуры. Но я вам скажу, что неплохо освещает территорию. Вот именно та территория. Но эта камера вам, конечно, не передаст всего этого. Но я вам скажу, отлично светит. Как 5-7 ваттный прожектор. Отлично, по движению. Сейчас я уйду из ее видимости, и она выключится и перейдет опять в обычный режим. Ну, вот такая камера стационарная, которая может работать и освещать вам вход, въезд и различные моменты. И плюс записывать с хорошим разрешением. На сегодня все. Ссылку на камеру оставляю. Делайте выводы по камере и пишите свои отзывы о ней в комментариях. Я что могу сказать? Ну, я взял бы или нет? Взял бы ее, да, за такую стоимость. Я считаю, что камера нормальная. Хотите более качественнее картинку, ищите Sony матрицей, соответственно, платите дороже и будет вам лучший вариант. Металлический корпус огромный плюс. Ну и да, справляется она со своими вот этими вот LED ИК светодиодами. Картинка нормальная, но опять же, смотря с какой высоты. Ссылки все полезные в описании к видео и в комментариях. Общаемся. И также на чат в Телеграме подпишитесь, живое общение. Мой канал в Телеграме, Инстаграм. Сейчас тут же полетят фотографии и короткий видеоанонс о том, что будет на моем канале в следующих видео. На новый канал подпишитесь, по путешествиям. Показываем вам, где мы бываем, красоты нашей страны, ну и других стран. Всем удачи, до следующих видео.